Эмили Харт стояла перед старым заброшенным домом. Облупившаяся краска, скрипящие ступени крыльца и окна, покрытые паутиной, создавали впечатление, что дом давно забыт. Ветер шумел в ветвях деревьев, а где-то вдали пронзительно кричала сова. Эмили устала от шумного города, бесконечных дедлайнов и постоянного стресса. Когда она увидела объявление о продаже старого дома лесника за смехотворную цену, что-то внутри щелкнуло. Это было ее шансом на новую жизнь. Дом был маленьким: кухня, гостиная и спальня. Мебели почти не было, кроме старого деревянного стола и массивного дубового шкафа в спальне. Шкаф привлекал Эмили с первого взгляда. Резьба на дверцах изображала виноградные лозы, птиц и листья, искусно вырезанные мастером. Соседи смеялись, когда узнали о ее покупке. Но Эмили видела не развалины, а возможность, тишину и покой. Первые дни она убирала дом, мыла окна и скребла полы, пока шкаф все больше не притягивал ее внимание. На 4-й день Эмили заметила странный звук за шкафом. Попытки сдвинуть его вручную не увенчались успехом, и она позвонила своему брату Даниэлу. На следующий день они с помощью инструментов отодвинули шкаф и обнаружили маленькую дверь, почти незаметную на стене. За дверью оказалась крошечная комната без окон, с деревянным столом, стулом и полками, заполненными старыми книгами. Эмили подняла один из томов — дневник лесника Джеймса Бэнкса, датированный 1943 годом. Читая, она узнала, что Бэнкс рисковал жизнью, пряча людей во времена войны. Комната была тайным убежищем для беженцев и тех, кто нуждался в защите. Эмили провела там весь день, поглощенная историями героизма и самопожертвования. Она поняла, что дом — не просто место для жизни, а хранитель памяти человека, который совершил великий подвиг. Со временем Эмили обратилась к историкам, и находка получила признание. Дом превратился в небольшой музей, где люди приходили, чтобы увидеть тайную комнату и почувствовать дыхание прошлого. А Эмили осталась хранительницей этого места, продолжая читать дневники и рассказывать истории о Джеймсе Бэнксе. Иногда, когда ветер шелестел листьями деревьев, ей казалось, что она слышит тихое спасибо из прошлого. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.